Добрый день, друзья! Сегодня видео будет состоять из двух частей. Первыми я вам покажу аскоцентрум и маленькую детку Ванды. Цветение этой Ванды вы увидели в самом начале видео. Эта детка была отделена от материнского растения, и расскажу, какие сложности произошли с этой деткой. И покажу вам полив орхидей, но аскоценты. И почему я поливаю именно так. Давайте, наверное, начнем с полива. Сейчас я все свои вандовые поливаю удобрением аминосил. Поэтому развожу аминосил и показываю, как наливаю и какое время ванда находится в растворе аминосила и воды. Теперь на коробочке нарисовано, как по колпачку определить, сколько миллилитров нам нужно для полива орхидеи. В этой вазе 2 литра. И я вам уже объясняла, что вот как написано на упаковке, так и разводите. Мне нужно 5 миллилитров на 2 литра воды. Вот так, 5 миллилитров. Немного добавляю сюда и во вторую чашку. Ну, к сожалению, у меня нет 2-литровой большой кружки. Размешиваю. И вот теперь следите. Не забудьте, что для ванды вода должна быть теплая, 35-40 градусов. Пенек уходит под воду, даже воды у меня не хватит, но этого достаточно для полива ванды. Прям хотелось вам показать, что наливать воду нужно на сантиметр ниже зеленой части ванды. Почему я так для себя решила, сейчас я вам объясню. Вот детка большой, крупной ванды. Я ее отделила, показала, что она будет находиться вот в этой большой рюмке. У нее росли 2 корня. И я делала очередной полив, просто чистой водой. И совершенно случайно, может быть, просто не заметила. Налила воды чуть выше зеленой части растения. Целый час орхидея находилась в воде. И вот что характерно вандам, если вода попадает в пазухи растения, если мы ее опрыскиваем, или же вот так я неправильно сделала полив. Но это я для себя говорю неправильно. Вы мне можете сейчас сказать, а у нас ванды растут просто с открытыми корнями, мы их погружаем в таз и на это не обращаем внимания. Великолепно. Если у вас все получается, то точно так же не обращайте на это внимания. Но у меня получилось совершенно по-другому. И я делюсь своим собственным мнением и своим опытом. И возвращаемся к детке. Детка снизу почернела. Вот между сухой частью ствола и зеленой частью пошло почернение. И даже сейчас вот здесь видно, начал усыхать лист. Вот тут коричневая такая, как стрелка прямо идет по ванде. И один лист засох.
Вот так. Я его сняла и увидела, что дальше идет такое же черное кольцо, и опять начинается такое почернение. Все точно так же продолжалось. Ну что в этом случае делать? У меня, наверное, как многие шутят, у вас всего одно лекарство. Нет, у меня не одно, у меня их 4, и мне этого достаточно. Неразбавленным препаратом Максим я очень аккуратно обработала это черное кольцо. Это было 2 недели назад. Максим я использую только для цветов и картофеля. И, конечно, стала обращать внимание на то, как я делаю полив. Ниже, чтобы только этот корень попадал в воду. Ну и так как я обработала Максимом, естественно, эту ванну я сейчас не удобряю. И вы знаете, пока все это остановилось. Конечно, может случиться все что угодно, это будет исключительно моя вина. Но недавно заметила, что здесь растет новый корень. Может, все обойдется? Ведь жалко. Это первая детка на Ванде. Мы учимся только на своих ошибках. Вот эта ошибка, которую совершила я. Теперь стараюсь не совершать таких ошибок. Поэтому поливаю и наливаю воды столько, чтобы зеленая часть любой ванны не была в воде. Эти 2 ванны я убираю, потому что на других 2 есть проблемы. Сейчас я унесу с этого стола и принесу другие цветы. И познакомлю вас с новыми орхидеями. Мне подарили 2 маленьких вандовых орхидей. Я, наверное, была так счастлива, что я даже забыла спросить, как они называются. Может быть, мне и сказали, но я не запомнила. Но не столь важно это было для меня в тот момент. Вот такие крошки. Но с этими крошками проблем очень много. Может быть, это тоже аскоцентрум, ну, вряд ли. Но неважно. Когда зацветет, тогда и разберусь. Сейчас самое главное их вылечить, потом дать возможность расти, а цветение обязательно будет, если все сделать правильно. Вот на этой малышке есть детка. Но очень много вот таких желтых пятен на всех листьях. Корни есть неплохие, даже были растущие. Видимо, орхидея испытала стресс при переезде ко мне. Поменялось освещение, сейчас она корни закуклила, но я думаю, что это все со временем восстановится. И корни начнут расти, и листик продолжит свой рост. Вот с этой орхидеей все значительно сложнее. Если там я говорю о пятнах, которые желтые, но они тоже могут именно от этого же быть, поэтому орхидеи обе будут обрабатываться одинаково. Вот здесь почти всю орхидею съел клещ. Смотрите, как сильно поедена орхидея клещом. Я сделала уже первую обработку, поэтому я вам так ее показываю, верчу ее в руках, но все равно после того, как прикоснулся к тем местам, на которых был клещ, надо обязательно промыть руки с мылом очень тщательно. Вот сейчас я смотрела опять в свой любимый микроскоп. Живого клеща нет, но увидела пару маленьких, крошечных оранжевых точек. А это яйца клеща. Клещи еще не вылупились.
много препаратов, я недавно вам это все показывала, именно от клеща, и пишут, что действует на все стадии. Ну вот я, конечно, не биолог и не химик, но из своего опыта могу сказать, ну вот как можно подействовать. Возьмем куриное яйцо, которое в скорлупе. Вот как на него можно подействовать? Вылупился цыпленок, тогда на него можно как-то воздействовать. Вот здесь, мне кажется, то же самое. Хотя говорят, что да, препарат системный, он долго сохраняется в листьях растения. Вот ни разу у меня не получилось так, чтобы убить клеща на стадии яйца. Поэтому я продолжаю обработки. Сейчас я вам покажу. Обрабатывать, конечно, здесь не буду, но просто расскажу всю систему обработки. Обрабатывать буду сайнмайтом. Многие советуют обрабатывать разными препаратами, потому что у клеща есть привыкание к препаратам. Да, конечно, есть привыкание к препарату. Но если увеличивать дозу препарата, на период всей обработки и полного уничтожения клеща на одной орхидее вам будет достаточно. Я делаю обычно 4 обработки. Даже таким препаратом, как сайнмайт. Если я четко нахожу клеща на орхидее. Написано на упаковке 5 грамм на 5 литров. Вот для обработки такой орхидеи мне 5 литров, конечно, не нужно. Я беру маленький опрыскиватель. У меня здесь 250 миллилитров воды. Я высчитываю, сколько мне нужно грамм. У меня есть электронные ювелирные весы. Купила их на Алиэкспресс, заказывал муж. Ссылку не дам, смотрите, просто электронные ювелирные весы. По-моему, они стоили 200 или 250 рублей. Сейчас не помню. И первую, конечно, дозу я отмеряю на ювелирных весах. Но чтобы вам было понятно, вот такая маленькая ложечка без горки – это 1 грамм. То есть мне нужно этого препарата на первую обработку 1/4 часть. На вторую обработку я беру пол ложки этого препарата. То есть 1/4 часть от литра, 1/4 часть от грамма. Я не буду сейчас здесь это делать, потому что я не обрабатываю в комнатах. Я стараюсь, если мне очень сильно нужно опрыскать орхидею, обрабатывать в ванной комнате, где у меня есть принудительная вентиляция. Насыпаю в этот опрыскиватель, хорошо разбалтываю и опрыскиваю так, чтобы с них аж вода текла. Ну, не вода, а, естественно, раствор с препаратом. И вот здесь сложность. Вот из этих пазух потом убрать эту воду ватной палочкой или салфеткой очень сложно. Я их на час ставлю вот так вниз. Они стекают. А еще потом включаю вентилятор, тоже примерно на час, направляю на них, как в больших теплицах. Там всегда включены промышленные вентиляторы для того, чтобы воздух двигался. Вот так я и поступлю с этими орхидеями. Будет 4 обработки. Надеюсь, что я справлюсь с этим самым моим нелюбимым вредителем. И покажу вам уже эти орхидеи все вместе. И первые, и вторые. Может быть, через месяц, может быть, через 2. Если вам интересно, напишите. Может быть, и раньше тогда покажу, что с ними происходит, как они будут расти, как они будут себя чувствовать. Подберу для них соответствующие их корням емкости. Ну и когда будет возможность, когда я вылечу эти 2 орхидеи,
тогда поставлю их рядом с моей большой Вандой, аскоцентой и маленькой деткой. А сейчас они, конечно, стоят отдельно. Да, совсем забыла вам сказать, когда вылечу от клеща, тогда еще, наверное, сделаю несколько, может быть, 2 опрыскивания препаратом топсином М, потому что клещи на лапках обязательно разносят какие-то заболевания, ну, например, какие-то грибковые инфекции. Но нужно сначала избавиться от вредителя, а потом лечить орхидею от инфекций. Ну, в общем-то, у меня большая программа по лечению этих орхидей. Но я с ней обязательно справлюсь. Я еще получила одну орхидею в подарок. Если вам интересно узнать, какую, подпишитесь на канал. О ней будет видео на следующей неделе. Это была, наверное, мечта. Как Ванда была мечтой, так и эта орхидея мне очень дорога. И мне было так приятно получить ее в подарок. Я вам о ней тоже расскажу. Название этой орхидеи известно всем. Отгадайте, а что это за орхидея? До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.